Друзья, всем привет! В одном из последних выпусков, где я готовил пирог из горбуши, многие зрители попросили показать, как готовится тесто для пирогов. Поэтому сегодня я покажу вам, как я готовлю тесто для пирожков, пирогов. А предыдущий выпуск набрал 100 лайков, 110 даже. Это очень хорошо. Спасибо, дорогие зрители, что смотрите, что поддерживаете наш канал. Поэтому для приготовления сегодняшнего блюда, а именно тесто, и будем готовить пирожки, нам понадобится 650 грамм муки высшего сорта. Я ее предварительно уже просеял. 3 куриных яйца. 25 грамм сырых дрожжей. Если будете использовать сухие, то добавляйте 8 грамм. 1 столовая ложка сахара. 1 чайная ложка соли. 100 грамм очень хорошо теплого молока. 200 грамм сметаны. Можно использовать 15%, может 20%. Я буду сегодня использовать 20%. И 100 грамм растительного масла. Ну что, друзья, начнем готовить. В емкость, где будем замешивать наше тесто, отправляем 3 куриных яйца. Немножко забьем. Далее отправляем 1 столовую ложку сахара и 1 чайную ложку соли. И все хорошенько перемешаем, чтобы соль с сахаром растворилась. Практически растворилась. Далее добавляем дрожжи. Дрожжи необходимо размять, чтобы они быстрее разошлись. Добавляем 100 грамм, 100 миллилитров очень хорошо теплого молока. И перемешиваем, чтобы дрожжи растворились, не осталось никаких комочков от дрожжей. Так, смотрим, что наши дрожжи полностью растворились. Никаких комочков не осталось. Добавляем сметану. Как я уже говорил, 200 грамм сметаны. И все так же хорошо перемешиваем, объединяем в однородную массу. А чтобы тесто получилось у нас хорошее, замечательное, необходимо это все готовить с любовью, от души. И, конечно же, с хорошим настроением, дорогие зрители. Вообще приготовление любят, когда с хорошим настроением к этому делу подходят. И добавляем растительное масло. Но выливайте не все, примерно оставьте где-то 2-3 столовые ложки. Мы потом его будем использовать в дальнейшем. Все так же опять хорошо перемешиваем до однородного состояния. Вот видите, какая консистенция получается. Ну и завершающим этапом добавляем муку. Муку будем добавлять в 2 этапа. Сначала высыпаем половину. И все это хорошо замешиваем. Я, конечно, мог воспользоваться своим незаменимым помощником, планетарным миксером. Но я думаю, вернее, не то, что я думаю, я решил показать приготовление теста так, как готовили наши бабушки.
в деревне. Какое было замечательное детство. Никаких тебе телефонов, интернета, ютуба, одноклассников. Телевизор-то и тот показывал 3 программы. В городе, а в деревне так и вовсе одна. Так, ну вот. Тесто замесили. Вернее, первую половину муки замесили. Высыпаем остальное. И будем замешивать уже до получения однородного теста. Ну все, дорогие зрители, вот на этом этапе убираем ложку в сторону и начинаем замес непосредственно уже руками. Замешивать надо недолго. Тесто очень быстро замешивается. Вот такое вот слегка липкое остается у нас тесто. Теперь необходимо взять остатки масла растительного, вылить его в емкость и хорошенько его вмешать в полученное тесто. Тесто получается не забитое мукой, очень податливое, очень эластичное. Вот такое у нас получилось замечательное тесто. Кладем его в емкость. Все, положили наше тесто, накрываем емкость пленкой, можно полотенцем, можно пленкой. Хорошо закрыли и убираем на 40 минут, на час в теплое место, где нет сквозняков. В данном случае я у себя убираю в микроволновую печь, ставлю рядом стакан с кипятком, чтобы было тепло, и будем ждать. Примерно через 40 минут посмотрим, как тесто подойдет, хотя бы раза в 2 увеличится, а то и больше. Его один раз обомнем и еще раз дадим подняться. У нас прошло 50 минут. Посмотрите, как хорошо у нас поднялось тесто. Необходимо его хорошенечко обмять. Чтобы равномерно весь углекислый газ разошелся по нашему тесту. О, замечательное какое тесто. Смотрите, только какое эластичное. Все, опять закрываем пленочкой и убираем еще в теплое место для второго поднятия. Прошло еще 30 минут у нас. Тесто вот так вот поднялось у нас второй раз. Смотрите, какое замечательно. Теперь необходимо рабочую поверхность смазать растительным маслом. В данном случае мы муку не используем, не припыляем, а смазываем растительным маслом. Теперь необходимо немножко обмять наше тесто. И будем делить его уже на шарики.
Вот примерно такого размера. Вот столько у нас получилось шариков, кулебячек. Накрываем их полотенцем и ставим минут на 15, чтобы они подошли. Противень застилаем бумагой для выпечки. Берем первый колобочек, и не надо использовать никакую скалку. Смотрите, какое отличное изумительное тесто. Вот так вот руками делаем, не слишком тонкий, но и не сильно толстый пласт. И укладываем начинку. Начинка у меня: обжарил лук с капустой, добавил вареное яйцо и мелко пошинкованный зеленый лук. Вот так вот укладываем начиночку. Начинку не жалейте. Наверное, все любят, когда в пирожках много начинки и меньше теста. Все, подтягиваем кверху и вот так вот защипываем. Все, далее потом делаем защип косичкой, кто как хочет. Переворачиваем, придаем форму и отправляем на противень. И то же самое проделываем с остальным тестом. Распределяем. Не забываем, муку больше мы не используем. Добавляем начинку. Также не забываем, все это делаем с любовью от души. Края подтягиваем кверху и упаковываем в тесто. К этому тесту, друзья, подойдет любая начинка, какую вы хотите. Хорошенечко защипнули, чтобы в процессе запекания пирог не разошелся. Придали красивую форму и положили в противень. И так с остальным тестом. Тесто вообще изумительное. Вот первая партия у нас готова. Накрываем полотенцем. Даем настояться 15 минут. А за это время разогреваем духовку до 180 градусов. Прошло у нас 15 минут. Духовка разогрелась до 180 градусов. Теперь необходимо каждый пирог смазать взбитым яйцом, чтобы придать красивый цвет и глянец.
И отправляем наши пирожки в духовку минут на 20. У каждого духовка разная, поэтому время смотрите сами. Точнее, не время смотрите, а по состоянию, как у вас будут запекаться пирожки. Вот у нас первая партия приготовилась. Посмотрите, какие румяные, обалденные пирожки. Тесто мягонькое. Давайте посмотрим, что внутри. Горячее еще. Смотрите, тут какая начиночка. Какое тесто. Вообще пух. Класс. Дорогие зрители, если вам понравился мой рецепт, не забываем подписаться на канал Еда Урала, поставить палец кверху, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить очередные выпуски. Спасибо, что смотрите. Также не забывайте, что мы есть в Телеграме. Ссылочку я оставлю внизу в описании. Также вся рецептура будет в описании. Ну и мы есть еще в ВК. Тоже переходите, ссылочка будет внизу, подписывайтесь. И как обычно, приятного аппетита и до новых встреч!